Всем привет, парни и девушки. Итак, в этом видео речь пойдет о сборке компьютера для подписчика за 99 900 рублей или $1000-38 тысяч гривен или 500 тысяч тенге. Я специально показываю на экране историю заказов DNS, чтобы не было вопросов ко мне о засланных железках и рекламе. Все было куплено подписчиком, и ко мне приехало железо для сборки, настройки, тестов и так далее. И так скажу сразу, сборка компьютера была с упором в небольшие перспективы прокачки компьютера в будущем. Например, там с переходом на 14 поколение, скажем там 14600K, и поэтому материнка на современном чипсете B760, и поэтому тоже водянка с большим запасом. Это компьютер, который можно будет через пару лет точно без проблем прокачивать, не занимаясь полностью пересборкой, хотя и через пару лет это будет тоже все еще очень весьма мощный и довольно заряженный компьютер. В общем, основное, что нужно было сделать, это собрать компьютер под современные игры, причем есть определенные пожелания подписчика, а именно, чтобы запускать GTA Online, далее это мультиплеерные проекты, и можно при этом запускать, хотелось бы, какие-то там современные новинки. Но опять же, насколько я лично понял, компьютер должен быть в меру мощным и в меру аккуратным, чтобы не из говна и палок, но зато мощная видеокарта. Обычно так собирают наши люди. Все самое дешевое, и материнка бюджетная, и блок питания, и память, но лишние 5000 рублей лучше вложить в процессор, ну и так далее. Нет, мы пошли, друзья, иным путем. Например, корпус стоит у нас 5700, и можно было, конечно, взять за 3700 какой-нибудь там Ardor или тоже там в белом цвете, но я уже отлично знаю, что такое корпуса дешевые, и через меня прошли десятки дешевых корпусов, и поверьте мне, экономия в 2000 рублей на корпусе, потом со временем вы поймете, что было крайне странным решением собирать компьютер железом за 100 тысяч в корпусе за 3700, а ведь корпус это по сути кузов машины, и его вентиляция, качество сборки все же имеет значение. В общем, в таких мелочах и формируется вся сборка. Мы обсудим эту тему буквально через одну минуту, а сейчас немножко полезной информации для зрителей. Друзья, и раз уж тема нашего видео о сборке игрового компьютера, то наверняка большинство из вас мечтали стать именно разработчиком и создателем этих самых игр. И это вовсе не фантазия, а вполне реализуемые желания. И вот ключевой профессией в игровой индустрии является геймдизайнер. Если вкратце, то геймдизайнер придумывает уникальные игровые миры, в которых с удовольствием погружаются геймеры и хотят возвращаться снова. Он отвечает за создание геймплея, механики проекта и ее общей концепции. И вот для моих зрителей, кто любит игры, эта профессия мечты стала доступной, ведь ребята из Contended детально изучили рынок, пообщались с теоретиками и практиками в игровой индустрии из крупных компаний и сделали фундаментальную программу. Программа Contended — это баланс теории и практики, где студент изучает теоретические основы геймдизайна и на каждом шаге закрепляет знания практикой, а именно более 40 практических занятий, чтобы вы научились сразу применять полученные знания и сформировали сильное портфолио. В качестве финального проекта вы создадите прототип собственной игры, которую также сможете добавить в свое портфолио. Обучение в среднем занимает 4-8 часов в неделю. Сроки сдачи домашних заданий можно сдвигать, есть возможность заморозки обучения, лекции в записи студийного качества можно смотреть в любое время, и также существует закрытый чат для общения с однокурсниками и менторами. Куратор курса DeskGame Кирилл Заловкин, более 20 лет опыта работы над созданием и развитием игровых проектов. Также он работал в Wargaming и MyGames. По завершению обучения карьерный центр Contended помогает студентам найти работу или клиентов на фрилансе. Одним словом, если вас интересует развитие в игровой сфере, то я рекомендую вам школу дизайна Contended и курс Game Designer, при покупке которого вы также получите модуль по нейросетям в подарок. И это действует только в сентябре. Успейте прямо сейчас перейти по ссылке в описании и вводите мой промокод Шелест. И помните, все приходит с опытом. Опыт приходит именно с Contended. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Так я решил не вдаваться в подробности по каждой железке, просто быстренько пройдемся по названиям и ценам. Итак, материнская плата на чипсете B760 со встроенным Wi-Fi и Bluetooth, с хорошей системой питания и охлаждения на цепях этого питания. И в будущем она сможет принять хоть, не знаю, там 14900K. Цена за эту материнку 15 тысяч. Далее процессор i5 12400F, цена 17200. Это уже, знаете ли, стандартный и объективно один из лучших среднебюджетных вариантов в 2023. Потом оперативная память у нас 32 оператив DDR4 на частоте 3600 от Kingston. Отличная память, брал множество раз, работает как часы и запускается на всех материнских платах. Цена 4000, то есть 8400. Едем далее. Теперь SSD накопитель, и у нас будет стоять NVMe накопитель в формате M2 и тоже от компании Kingston на 1 терабайт. Нормальный такой
такой себе, то есть проверенный SSD-шник, мною уже не один раз я его проверял и ставил в различные сборки. Скорость высокая, качество Kingston, цена 6100. Теперь не менее важный вопрос – это видеокарта. И тут я решил поставить новинку, последнее, что выпускала Nvidia, это RTX 4060 от Polit. Я думал, знаете, взять прошлую 3060 на 12 RAM или взять же все-таки 4060. У них буквально одинаковая цена, но вспомнил, что 4060 ниже температура, заметно ниже энергопотребление, меньше она съедает питание, да и поддержка DLSS 3 версии дает очень заметный прирост против 3000 серии. Поэтому однозначно, друзья, в новую сборку лучше ставить 4060, нежели 3060. Цена за эту видеокарту 34 900, в общем-то 35. Ну и в конце по мелочам у нас еще водянка Deepcool Mars за 5500. Я уже рассказывал в начале видео, зачем я взял воду именно для будущих потребностей, то есть для прокачки ПК на мощный проц в будущем. И там вода по-любому будет очень даже к месту. Еще у нас есть, конечно же, блок питания. Я взял Deepcool PK 600D на 600 Вт. Это бронзовый питальник, тоже современный, то есть отличный и тихий блок питания за 5500. И все это я запихнул в корпус тоже Deepcool CH370 в черно-белом цвете. То есть снаружи все белое, а внутри черное под цвет всех железок. Идеальный вариант, чтобы не сильно было видно именно пыль на корпусе и внутри не пришлось все подбирать под белый цвет. Также в этом комплекте, то есть я купил 3 вентилятора ID Cooling на 120 мм без подсветки, чтобы поставить спереди корпуса на вдув, потому что в комплекте только одна вертушка шла именно с корпусом на тыльной части. Все, вроде бы ничего больше я не забыл, все это я собрал довольно быстро, за пару часов. Водянку поставил сверху, спереди поставил 3 вертушки, вентиляция воздуха отличная, и я уверен, что температура будет очень низкая. К сожалению, водянка имеет только один тип подсветки, это фирменный цвет Deepcool, почти зеленый и как бы не зеленый, почти синий, но в общем-то это, назовем так, ментоловый цвет, и внутри все смотрится вот примерно вот так. И тут подписчик просто выставил сумму в 100 тысяч, и на эти 100 тысяч нужно было взять все, что нужно, и вот я вместился ровно в эти 999, то есть 99 999. Я брал именно то железо, которое бы я покупал конкретно для себя, если бы я собирал себе компьютер. Я протестировал этот компьютер, настроил все, что можно было настроить, обновил BIOS, поставил самые свежие драйвера, почистил от мусора, и вот в таком виде давайте наконец-то с вами запустим парочку игр и оценим производительность Full HD и также 2К или QHD на Ультра. И начнем, пожалуй, конечно же, GTA 5. Именно эта тема важна была для подписчика, чтобы там все запускалось быстро, при этом летало, и на Ультра было хотя бы там 100 кадров. Ну и в целом, да, у нас получились эти 100 кадров на Ультра, не проблема, особенно Full HD. Причем, знаете, Full HD даже видеокарта не полностью загружена из-за низкого якобы разрешения, и только в 2К или QHD уже она начинает трудиться по-серьезному и работает на 95-99%, выдавая при этом от 110 до 130 FPS. Что насчет температуры железа, то в закрытом корпусе на минимальных оборотах вентилятора в корпусе у нас в среднем смешные 67 градусов на видеокарте и 42-48 на процессоре. Это очень низкие температуры, особенно для процессора, но оно и понятно даже, что даже на бюджетной водянке 12400F вообще просто замерзает. А вот если в будущем поставить, например, сюда новый процессор, скажем там 13600K, то тут уже будет заметно теплее процессор. Думаю, под 60-70 будет его температура. Так что пока что нет проблем с температурами, слишком большой запас, и видеокарта с теплопакетом в 115 Вт тоже не будет выше там 70. В этом и все преимущество 4060 на 3060. Очень низкая температура плюс DLSS 3.0. Что насчет DLSS 3.0? Я решил проверить обновленный патч в Киберпанке с поддержкой новейшей DLSS 3.5. Для этого я скачал отдельно из интернета этот сам файлик и закинул его в папку с Киберпанком, именно с заменой. И вот я, конечно, честно, реально удивился, что 4060, казалось бы, та самая 4060, что безжалостно критиковали техноблогеры, она после выхода DLSS версии 3.5 мало того, что выдает на 20-25% больше FPS, так еще и качество самой DLSS даже в режиме баланс выдает очень четкую картинку, максимально приближенную к нативной. Средний фреймрейт с включенной DLSS и генерацией кадров на Ultra Full HD 100-120 FPS, и в 2К тоже на Ultra с такими же настройками 65-70 или в закрытых локациях 80-90. Это, еще раз повторюсь, Quad HD 2К на Ultra в режиме баланс с высокой резкостью равной единице на видеокарте за 35 тысяч, не за 70 и даже не за
за 80, а за 35 на 4060 обычный RTX. Такое возможно было только с 3070 Ti, что стоит сейчас, извините меня, 67 тысяч, почти в 2 раза больше. Так что вот она, генерация кадров и DLSS 3.5. Это то, почему я и советовал своим подписчикам с самого начала именно серию 4000, даже 4060, которую засрали буквально все техноканалы. Я помню, как она всем не понравилась, но DLSS в новом поколении это то, на что и будет делать упор компания Nvidia в будущем. Они будут заниматься развитием этой фичи, но все почему-то вцепились в эти пропускные линии, шины, 8 VRAM и так далее. Непонятно, хотя это уже не имеет значения, на примере бюджетных видеокарт все тоже 4060. В общем, что сказать в завершении, друзья, если в Киберпанке на ультра с лучами в 2К мы получаем 70 кадров без проблем с идеальной кривой фреймтайма, то и во всех остальных проектах, там суперсовременных, данный компьютер выдаст еще лучший результат. Так или иначе, сегодня за соточку можно собрать очень даже достойный компьютер, можно даже, конечно, немножко сэкономить там десяточку и собрать на Ryzen, и это будет, скажем, стоить 90 тысяч. Однако в нашем случае именно тот пример, где не сильно экономилось, и как видим, все железо отрабатывает каждую копеечку. Я не часто собираю компьютеры подписчикам, только если есть немножко свободного времени, делаю это бесплатно, чисто для контента, то есть снять видео. За прошлый месяц я собрал 2 компьютера, точнее 3 штуки еще своей жене, и время от времени ВКонтакте по возможности читаю личку, если получится, что-то делаю, там собираю подписчикам. А так на этом как бы все. Было вам интересно это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, напишите в комментариях свой вариант сборки за 100 тысяч, и я читаю комментарии, обсудим с вами без проблем. На этом у меня все, увидимся с вами уже очень скоро, всем удачи, пока-пока.